Мотор, как у танка. Эта фраза – комплимент для любой техники. Чтобы добиться таких результатов, конструкторам пришлось стараться не один десяток лет. Первые танки – это шедевры импровизации. В них интересным образом сплелись кустарщина и конструкторские озарения. Англичане поставили на Марк-1 мотор Daimler от трактора Foster. Забавно, что по происхождению это был немецкий мотор. Бензиновый, 105 лошадиных сил, 6 цилиндров. Правда, производили его все-таки в Британии. По лицензии, которую купили задолго до войны. Бензин в нем из баков попадал в мотор под действием силы тяжести, то есть самотеком. И если танк слишком сильно задирал нос, двигатель глох. У немцев на их первенце А7V стояло аж 2 Даймлера по 100 лошадей каждый. Это оригинальное решение появилось не от хорошей жизни. Сначала хотели поставить один двигатель в 200 лошадиных сил, но такие моторы шли на дирижабли и были в дефиците. Французы шли своим путем. У Сен-Шамона была электрическая трансмиссия. Это когда бензиновый мотор передает вращение на генератор. Генератор питает электромоторы, а моторы передают вращение на гусеницы. Такую же схему немцы потом реализуют на Фердинанде и Маусе. Для Шнейдера двигатель разработали отдельно. Но он не считался танковым, потому что никак не учитывал специфику этой разновидности техники. Это просто мотор с определенным количеством лошадиных сил. Опыт эксплуатации первых танков показал, что импровизированным силовым установкам не хватает мощности и других полезных качеств. Например, возможности проводить ремонт в полевых условиях. Англичане мучились с даймлерами на марках с 1 по 4, пытались усовершенствовать и в итоге решили проблему радикально. Обобщив опыт использования первых танков, для Марк-5 сконструировали Рикардо. При тех же габаритах, что и Даймлер, он был надежнее, прочнее и на 20% мощнее. В общем, получился хорошим. Итак, к правильному и логичному решению, что на танке нужно устанавливать специально разработанные двигатели, конструкторы пришли почти моментально. 15 сентября 1916 года у Марк-1 дебют на Сомме. А уже в августе-сентябре 2017 года планируется начать выпуск Марк-5 с мотором Рикардо. На все ушло меньше года. Но развитие эта идея не получила, и ее подкосило появление гадкого утенка Renault FT-17. Этот танк французским военным сразу не понравился. Маленький, легкий, всего одна пушка или вообще пулемет. Но отец бронетанковых войск Франции, Жан-Батист Эжен Этьен, гнул свое. Он считал достоинствами то, в чем другие видели недостатки. Сен-Шамон весил 23 тонны, Марк-5 – 28-30, в зависимости от модификации. Даже британский Whippet тянул на 14. Масса FT-17 в 2 раза меньше – 7 тонн. Поэтому на свою машину Луи Рено смог поставить мотор от обычного грузовика. И танку вполне хватало этих 35 лошадиных сил. Рено хорошо показал себя в боях. Он был простым в управлении, а главное – дешевым в производстве и эксплуатации. Многими странами он был принят за образец при создании собственных машин. Танк стал классикой и задал танкостроению направление развития. После Первой мировой войны основой парка бронетанковых войск всех стран стали легкие машины с автомобильными двигателями. Они не отличались большой мощностью, но основной задачей танков того времени было сопровождение и поддержка пехоты в бою.
До скорости, достаточной для ее выполнения, мотор от автомобиля мог разогнать даже довольно тяжелую машину. Например, Черчилль или Матильду. Главное преимущество автомобильного двигателя в том, что он дешевый. Для него не нужно строить специализированных производственных линий. С ним без труда и специальной подготовки справляются мобилизованные ремонтники. У механиков-водителей проблем тоже минимум. С другой стороны, если установить такой двигатель на танк, его надежность резко падает, ибо условия эксплуатации совершенно другие. Танк заставляет его пыхтеть на пределе возможностей. Как показали исследования, 90% рабочего времени двигатель грузового автомобиля не догружен, а у танка наоборот. Из-за низкой надежности от автомобильных моторов в танкостроении стали отказываться еще в 30-х. Свою лебединую песню и одновременно звездную роль они исполнили во время Второй мировой войны. В сражениях лета 1941 года Советский Союз потерял почти все свои танки. На вооружение приняты славные Т-34 и КВ. Но заводы по их производству только-только восстанавливаются после эвакуации. Ситуацию спасли легкие танки, которые создал Николай Астров. В августе 1941-го Астров и его конструкторское бюро разработали Т-60. А уже зимой 1942-го был принят на вооружение Т-70. Несколько лет эти машины были основой бронетанковых войск Красной Армии. Немцы прозвали их «неистребимой саранчой», а Т-70 стал вторым по массовости советским танком военного периода, после Т-34. И это при том, что на конвейере он стоял с весны 42-го до октября 43-го. Грубо говоря, всего 1,5 года. На эти танки ставили двигатель ГАЗ-202. Это версия знаменитого ГАЗ-11, который сделали на основе американского Dodge, чертежи которого в 1937 году купил НКВД. Т-60 стоял один такой мотор, Т-70 – 2. Еще одной страной, которая в это же время широко использовала автомобильные двигатели в танках, были Соединенные Штаты Америки. К началу войны их танкостроение отставало, к примеру, не только от немцев. Отставало даже от чехов. Модельный ряд пришлось создавать в спешке. Мощных двигателей не хватало. Тут-то и пригодились наработки весьма развитого автопрома. Часто вместо одного мотора на танк устанавливался агрегат из нескольких. К примеру, на американском танке Sherman М4А4 применялась установка Chrysler Multibank А57. Она была собрана аж из 5 автомобильных двигателей. Несмотря на широкое распространение, доминирование автомобильных двигателей в моторных отсеках танков никогда не было абсолютным. Еще в 20-х годах, там, где требовалось что-то более мощное, в дело шли моторы от самолетов. Одним из первых их начал устанавливать американский конструктор Джон Уолтер Кристи. В его опытном танке М1928, М1931 использовался 12-цилиндровый авиамотор жидкостного охлаждения Liberty L12 мощностью 340 лошадиных сил. Машина весила всего 8,5 тонн. Мощности двигателя хватало, чтобы разогнать ее до 112 км в час. Внушает даже сегодня, даже не для танка. Машины Кристи стали родоначальниками семейства советских быстроходных танков БТ. На них тоже поначалу использовались моторы Liberty. Для танков БТ-5 наладили интересную схему. На них после выработки моторесурса и капитального ремонта ставили М5, советский вариант Liberty, которые снимали с самолетов. Потом на таких же принципах организовали установку более мощных М17. Это тоже был авиамотор, лицензионная копия двигателя BMW 6,
доработанная конструктором Александром Микулиным. Кроме БТ-5, он стоял на Т-28, Т-35 и БТ-7. Даже на некоторых Т-34 и КВ в начальный период войны, когда с дизелями было совсем плохо. На советские танки предпочитали ставить авиационные моторы с рядной компоновкой цилиндров. При всех достоинствах у авиационных моторов на танках были не менее серьезные проблемы. Например, слишком высокое число оборотов. Кроме того, они имели довольно крупные габариты и не отличались простотой в ремонте и обслуживании. А бензин потребляли элитных сортов. Как ни крути, но лучшим решением были моторы, которые разрабатывались специально для танков. После Марк-5 данное направление подзабросили, но не окончательно. В 30-е годы разработкой танковых двигателей занялись всерьез. И тогда перед конструкторами и военными встал вопрос: дизель или бензин? Дизель, с точки зрения военных, имел массу положительных качеств. Поэтому его с разным успехом пытались использовать в большинстве конструкторских школ. Кроме немцев, которые в то время делали лучшие дизельные моторы в мире. Но на свои танки они ставили строго бензиновые. И многие до сих пор не понимают, почему. Объясняют глупостью или технической отсталостью. А логика у немцев была простой и железной. Все дело в ресурсах. Солярка делается только из нефти, с которой у Рейха были большие проблемы. А основную массу дизельного топлива потреблял подводный флот. Зато в Германии делали синтетический бензин, например, из каменного угля. Выпуск танковых моторов Германия начала в 1935 году. Их разработали на основе автомобильных. А в 1938 году немцы создали 12-цилиндровый Maybach HL-120. Этот 300-сильный двигатель вплоть до 1943 года был основным немецким танковым мотором и использовался на ПЦ-3, ПЦ-4 и даже на Фердинандах. Позднее был разработан и внедрен двигатель Maybach HL-210 мощностью 650 лошадей. Его использовали на «Тиграх» и «Пантерах». В СССР ситуация с соляркой была не такой напряженной. Наоборот, ощущалась нехватка качественного бензина. Поэтому был взят твердый курс на дизельные моторы. Знаковым двигателем для отечественной танковой отрасли стал В-2, который разработали на Харьковском паровозостроительном заводе. Его устанавливали на КВ, Т-34, Т-34-85, ИС. А еще на тягачи, корабли и другую технику. И хотя В-2 работал на земле и на воде, в нем была примесь, так сказать, авиационной крови. Дело в том, что в Харькове была лаборатория двигателей внутреннего сгорания, трудившаяся над проектом мощного авиационного дизеля. Ее специалисты и наработки были использованы в процессе проектирования В-2. Работа над ним началась в 1931-м. Перспективный двигатель поначалу планировали использовать как на танках, так и на самолетах. И только в 1937 году В-2 окончательно спустили на землю. Облегченной конструкцией он был похож на авиационные моторы, в которых широко использовались легкие сплавы. В 1939 году В-2 был рекомендован к серийному производству. В дальнейшем на его базе было создано целое семейство танковых дизелей. На родственные связи этих двигателей указывает индекс В в названии. На танке Т-54 установлен В-54, на Т-72 В-84-1 и даже на Т-90 установлен прямой потомок мотора легендарной 34-ки В-84МС.
После Второй мировой войны дизельный двигатель мало-помалу стал доминирующим типом среди танковых моторов мира. Он и по сей день является таковым. У него всего один конкурент. При своей экономичности и надежности дизельные двигатели все-таки не предел совершенства. Все труднее увеличивать их мощность. С 60-х годов на танках сперва в опытном порядке, а потом и серийно начали использовать новый тип мотора – газотурбинный. Такие двигатели приводятся в действие непрерывным потоком газа, поступающим из камеры сгорания на лопасти турбины. Газотурбинный двигатель сложнее дизельного технологически. Он намного требовательнее к чистоте воздуха и тратит больше топлива. Но зато газотурбинный мотор имеет меньший вес и большую мощность. Несмотря на все плюсы, в серию с этим типом двигателя пошло не так много танков. Первенцем был шведский СТРВ-103, еще известный как С-танк. Он выпускался с 1966 года и в качестве вспомогательной двигательной установки нес газотурбинник Boeing 502. В массовое производство с газотурбинным двигателем пошли в СССР основной боевой танк Т-80, а в США М1 «Абрамс». Эволюция танковых двигателей еще не завершена. Есть еще порох в пороховницах у старого доброго дизеля. В затылок ему жарко дышит газотурбинная силовая установка, но подвинуть лидера пока не в состоянии. Наверняка что-то интересное куется в секретных лабораториях. Время покажет, на чем же поедут в бой танки нового поколения.